У Ясуха все запутано в голове. Она думает, может спрятаться или не прятаться. Она вспоминает о том, что еще ни с кем не целовалась, и ей нужен какой-то план действий. Странное чувство поражает ее изнутри. Но... А? Что? Одна из достопримечательностей – река Ича. Через нее переброшен восхитительный мост Хаги. Он соединяет северную и южную части города. Прямо за ним расположен район города С – Мамидзи, или же Морио. В Морио живет 42 228 человек. Один из самых популярных магазинов – говяжья печень, мисо и соленья. Основной источник дохода города – туризм. Еще со времен Даты Масамуны по морскому берегу причудливо были разброшены виллы, поместья, дворцы. Также с недавнего времени в городе начало процветать производство микрочипов. Однако, во время Великого Восточного землетрясения 11 марта 2011 года Морио серьезно пострадал. На прибрежную зону города обрушилось цунами, что повлекло за собой разрушения и человеческие жертвы. Центр практически не пострадал, однако и его ждут перемены и суровые испытания. По официальным данным, много людей погибло или считаются пропавшими без вести. Поскольку внушительная часть жилых зданий была разрушена, большинство выживших остались без жилья и работы. Это продолжает оставаться важнейшей проблемой Морио. Однако, вскоре появилась вторая проблема. В ночь после землетрясения земля местами вздыбилась, и в результате чего появились необычные скалы, также известные как видящие стены. Эти зловещие скалы, похожие на стены, встречаются на сотни метров вглубь материка. Обычно они не больше 1-3 метров в высоту и 5-8 метров в длину. Однако в возвышенных местах видящие стены достигали 15 метров в высоту. Фрагменты стен выстроились в линии, идущие строго с севера на юг. Их общая протяженность составляла около 10 километров. Они перекрывают водопроводы, линии электропередач, газопровод и дороги. Видящим стенам имя дали дети, но позже так их стали называть все жители города. Ученые по телевизору объясняют, что этот феномен возник из-за разлома в земной коре. Несмотря на многие исследования, они пришли к таким выводам, опираясь на свой опыт. До сих пор никто не может объяснить, что такое видящие стены. Никто и не ожидал, что из-под земли появится что-то еще. Кажется, я попала не в то время и не в то место. И прямо передо мной... Ясуха поинтересовалась у человека, все ли с ним в порядке. Но после того, как он протянул ей руку, она испугалась. Ее разум подсказывал ей не трогать его, ведь, возможно, он может быть заразным. Увидев следы укуса, она решила вызвать помощь. Здравствуйте.
Здесь раненый мужчина. Да, раненый, он практически погребен заживо. А? Это не полиция, а пожарная служба? Возможно, я ошиблась с номером, но неважно. Вы должны нам немедленно помочь. Как его зовут? Я не знаю. Мое имя? Ясуха Хиросе. Да, я звоню с сотового. Где я нахожусь? Я возле видящей стены и мыса влюбленных. Поторопитесь. Эй, скажи что-нибудь! Ты в порядке? Ты Ясуха Хиросе, правильно? Это твое имя. Тогда скажи мне, кто я такой? Или что я здесь делаю? А? А? Отключившись и упав лицом в яму, Ясуха еще сильнее забеспокоилась. После недолгих раздумий она решила все-таки вытащить его. И когда у нее это получилось... Ясуха, что ты тут делаешь? Эй, я с тобой разговариваю. Что тут происходит? Я требую объяснений. Думаешь, что ты можешь лапать мою Ясуха? Мою Ясуха? Ты же издеваешься, да? Что? Подождите, когда я стала его Ясухой? Я тебя совсем не люблю, Джошу Хигашиката. Я ненавижу этого болвана. Нет, да, я все объясню. Ты не так все понял. Это человек... Прочь с дороги, Ясуха! Тебе конец, мудак! Черт, я вне себя! Я не могу остановиться! Я прибью тебя, ублюдок! Тебе конец! Мои глаза! Мои глаза! Все такое черное! Мои глаза! Мои глаза, где они? Что-то забрало у меня их! Я ничего не вижу! Что? Что сейчас произошло? Мой друг детства, Джошу Хигашиката. Что этот парень с ним сделал? Это история о снятии проклятия. Ее начало. Проклятие, как мне объяснил кто-то, это скверно наложенное на тебя за грехи далекого предка, о котором тебе ничего не известно. Кто-то описывает это на примере ненависти, которая осталась после того, как Сакануи но Тамурамара покорил Эмиша. По другой версии, когда человечество появилось, оно сразу было поделено на черное и белое, и борьба между ними называется проклятие. Хотя, на самом деле никаких проклятий не существует. А если бы кто-то и был проклят? Этот мистический парень из-под земли. Кто же он такой? Откуда он прибыл? И что же с ним случилось? Меня зовут... Кто я? Я не знаю. Где же я сейчас? Ничего не понимаю. Женщина в белой одежде, в белой шапке и в белой обуви. Это человек в белой одежде, белой шапке и белой обуви. Их тут, видимо, двое. Это маленькая девочка. Мамочка, мамочка! Прямо сейчас стало больше? Мамочка, сестра! Вон там! Такое происходило и со мной, да? Смогу ли я вырасти больше, чем сейчас? Как же я попал сюда? Никак не могу вспомнить. Я знаю, что это. Это тесовая синица. Одна из них в длину 14,5 сантиметров, хотя вторая в длину 14 ровно. А это насекомое, что бьется в окно. Бабочка-нимфолит. 4,3 сантиметра. А то дерево, на котором сидит синица, называется ольха. Она в высоту 9 метров 25,5 сантиметров. Также знаю, что за человек идет по коридору. Ее зовут Хиросе Ясуха.
рост 166 сантиметров. Имя этой девушки Ясуха. Зайдя в палату, Ясуха не заметила парня, но вскоре тот вылез из-под матраса. Ее это очень испугало, но впоследствии выяснилось, что нашему герою нравится, когда на его тело что-то создает давление. Также она сразу рассказала про Джоушу Хигашикату. Упомянула, что это не ее парень, и что они просто друзья. Кстати, откуда ты? Ты ведь моряк? Я слышал от полиции, они ищут пропавших после землетрясения, и кого-то они ищут очень тщательно. Они ищут пропавших людей. Их заинтересовали следы от зубов и твои отпечатки пальцев. Видимо, их не было в базе данных. Они также следят, были ли заявления о твоем исчезновении. И они сказали, что не было никаких заявлений о пропаже людей вблизи моря. Ты правда потерял свои воспоминания? Я ничего не помню. Могу прочитать цифры и иероглифы, могу завязать шнурки. Я знаю, что это чашка и что в ней налита вода. Знаю про Токугава и Иясу Томаса Эдисона. Но я ничего не знаю о себе. Ни имени, ни что я люблю, даже не знаю, моряк я или нет. Единственный человек, которого я помню, это ты. Хироса Ясуха, рост 166 сантиметров. Человек, который был возле ямы. Я не знаю никого в этом мире. Он касается меня! Он касается меня! Он касается меня! Он касается меня, черт возьми! Фу! Эй, это шапочка! Шапочка! Ты постоянно ее носишь! Она была на тебе даже когда я тебя нашла, и... А? Если я правильно помню, я ее всегда носил. Или же нет? Кажется, мне знакома эта шапочка. Или ее создатель. Можно посмотрю? Ярлык. Точно! Я точно знаю этот бренд. Их магазин есть в Морио. Я не помню. Не помню, как покупал ее. Но ведь продавец может тебя узнать, верно? Скажи, кто тебе запретил покидать палату? Люди в белом, люди в черном и женщина в белых туфлях. И также девушка с черным блокнотом. Ясуха, ты хочешь что-то узнать о моей шапочке? Мы покинем больницу? Не совсем. Я знаю, что это не так, но... Полиция следит за тобой после инцидента с Джоушу. Женщина-полицейский еще не ушла, поэтому ты не можешь покинуть палату. Я уже сфотографировал твою шапочку и могу спросить про нее в магазине. Нет, если так и есть, сам. Я хочу сам добраться туда и узнать о себе своими глазами и своими ушами. Я хотел бы, чтобы ты повела меня к продавцу. От моей палаты до лифта около 21 метра. И затем еще 35 метров до первого этажа и до выхода. До водяного фонтана 14 метров. Следующий лифт прибудет примерно через 25 секунд. После, выпустив пузырь, наш главный герой забрал у женщины-полицейской воду из организма, из-за чего той пришлось сходить попить из фонтанчика. Пока она это делалась, наши герои смогли сбежать из палаты. Невероятно, Ясуха! Это должна быть ошибка. Ты сказала, что ты просто помогла ему. И все же... Мое колено. Как этот укус появился? Он начинает болеть. Это точно ранка. Уф. Похоже, опять голова кружится. Попробуй осмотреться. Может, ты уже был здесь? Ничего не узнаешь? Я не знаю. Ничего не узнаю. Добро пожаловать. Мы хотим спросить вас о товаре. Эта шапочка продается в этом магазине, так? Вот это. Не знаете, когда она была продана? Благодарим вас за использование нашей продукции. Конечно, я помню ее. Я продал такую последний раз около 3 дней назад. В другой раз продал около 2 недель назад. Я знала это. Это нужный нам магазин. Тогда шапочка, которую вы продали, можете ли вспомнить покупателя? Конечно же могу вспомнить. 3 дня назад вы совершили покупку, сэр. Я? Сейчас? Вы сказали, что я купил эту шапочку? Вы серьезно? А? Я в этом магазине 3 дня назад? Отлично! Молодец, продавец! Отличная работа! Какая харизма! Вы лучший! Вы правда мне нравитесь? Я покупал что-то здесь? Я жил в этом городе? Так, знаете, можете сказать имя этого парня? Или еще что-нибудь, продавец?
А? Его? Извините, но я не совсем понимаю просьбу. Повторите, пожалуйста. Тогда... может быть, он был постоянным покупателем или типа того. У вас есть список покупателей? Простите, что так вас допрашивал, но нам нужны эти сведения. Я помню не более 2 ваших посещений, но... Да, вот оно. Шапочка была сделана на заказ, номер заказа C3332. Несомненно, вас зовут Кира Йошикаге, так? Кира? Сейчас этот мужчина сказал мое имя. Это мое имя? Кира Йошикаге. Мы сделали это! Мы сделали это! Поздравляю! Мы смогли это выяснить! Так держать! Ты Кира! И ты житель этого города! Ну, вспомнил что-нибудь? Мисс, прошу не смотрите, здесь личные данные покупателей. Нет, я хочу спросить еще кое-что. Я думаю, что он написал свой адрес в предзаказе, так? Спорим, что я узнаю его адрес. Он забыл, где работал или где жил. Он ничего не помнит. О, там написано Морио, дом 68? Собственный дом? Нет, здесь написано Морио, дом 258, квартира 204. Дом 258 находится в жилом комплексе. Хорошо подходит для одиноких людей, мало подходит для семей. Я думаю, что причина, по которой тебя не ищут, ты живешь один. Я уверена в этом. Но я думала придумать тебе прозвище на случай, если мы не узнаем твое имя. Было бы неудобно, если бы ты был безымянным. Хочешь узнать, что я придумала? Но мы только что узнали мое имя. Да, тебя зовут Кира Йошикаге. Кира Йошикаге. Верно. Но это как-то неправильно. Имя Йошикаге. Оно не сочетается с твоим лицом, одеждой и тем, как ты себя ведешь. Ты больше похож на Джоски, если ты не против. Потому что твое лицо очень похоже на песика Джоски из моего детства. Мне хочется назвать тебя так. Песик? Вот здесь. Дом 258, также известный как Холмы Азалии. Этот дом, это мой дом. Я каждый день ходил по этому холлу, спускался по этим ступеням. Спускался вниз и ходил за продуктами в магазин. Также ждал автобус на остановке. Квартира 204? 10 метров и 22 сантиметра от главного входа. Очень хочу ее увидеть. Но как я войду? Надеюсь, что здесь есть домоуправитель. Эй, Ясуха, что ты делаешь? Какой идиот будет прятать запасной ключ в таком месте? Нашла! Он был там? Невероятно! Ты точно из нашего века? Не могу поверить. Я? Открыто! Идем. Это все объясняет. Твои размеры прекрасно подходят. И обувь тоже. Да и смотрится отлично. Скорее звони в полицию. Тихо. Ты это слышал? Там в комнате кто-то есть.